Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 11 по 17 мая. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает в этот отрезок времени. Какие вам карты сегодня выпадут и что же интересного произойдет у вас с понедельника по воскресенье. Итак, нас интересуют представители знака весы, то есть воздушная стихия, знак весы. Неделя с 11 по 17 мая. Карты на каждый день недели из двух колод. То есть на каждый день недели достаем сначала карты из основной колоды, а затем из колоды дополнительно. И смотрим, соответственно, что же у вас получится, какие карты у вас выпадут в таком раскладе. Пока я перетасовываю дополнительную колоду, я напомню тем из вас, кто еще не подписан, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, чтобы не пропустить мои расклады в дальнейшем, если они, конечно же, вам интересны, если они резонируют с вашей ситуацией, с вашей жизнью и в целом вам подходят. Итак, мы сейчас смотрим на весов и смотрим на то, что происходит в их жизни в период с 11 по 17 мая. Весы. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта у вас карта императора. Карта такого вот лидера, возможно, ваше желание быть лидером, ваше желание по карте туз жезлов проявлять свою энергию, желание здесь каких-то начинаний важных или реализации ваших идей. То есть что-то для вас важное, что вам хочется воплощать в жизнь, действовать, проявлять себя, какие-то реализовывать возможности и показывать всю свою силу и власть. По карте туз жезлов, которые здесь у вас есть, соответственно, вот желание, уже предпринимать определенные шаги, то есть не просто идея, а действия. Вы здесь готовы к каким-то важным переменам в вашей жизни. И правда, по императору вы готовы нести за это ответственность, вы готовы здесь делать нечто, что будет соответствовать вашим планам, того, что вы придумали заранее. По императору вы хотите занимать позицию лидера и показывать себя лидером в глазах окружающих. Карта пятерка жезлов, карта здесь называется раздор. Действительно может приводить к каким-то конфликтам или разногласиям. Нужно быть осторожнее, но в целом карта пятерка жезлов, она еще показывает ваше желание преодолевать трудности, желание по карте мир, привести все к какому-то триумфальному завершению, то есть трудиться, бороться, преодолевать препятствия и мужественно себя показывать, чтобы что-то успешно завершить или достичь того, что для вас кажется важным и завершающим, потому что 21-я карта, 21-й аркан — это финальная карта в старших арканах, последняя, она показывает, что вы хотите привести себя к вот этой вот финальной точке, то есть к вашей цели. И вы готовы приложить для этого все усилия, завершить какую-то работу важную для вас или справиться с какой-то задачей, отремонтировать что-то в доме. Но вот у вас есть цель, и вы для этого прикладываете все усилия и решаете эту сложную задачу. А если вы с кем-то спорите, с кем-то ссоритесь, вот какой-то конфликтный назревает момент, то вы хотите привести это все к миру, то есть мирно, спокойно что-то решить, чтобы не доводить до серьезного разногласия. И карта умеренность — это желание гармонии, баланса, привести все к равновесию, как-то утихомирить людей вокруг вас, возможно, найти какие-то компромиссы. Карта умеренность, она в целом еще и соответствует знаку Стрелец и может говорить о том, что здесь что-то важное может касаться человека знака Стрелец, вместе с девяткой жезлов, которая тоже карта Стрельца. Она делает такой серьезный акцент на Стрельце и возможности общения с ним. Но и здесь опять-таки вы проявляете свою силу в умении держать баланс, свою силу по девятке жезлов в том, что вы упрямо идете к своей цели, не отступаете от намеченных каких-то своих планов, но при этом по умеренности
вы пытаетесь сохранять отношения с кем-то, дружеские, доверительные, стараетесь не сходить со своего пути, с намеченного пути, и при этом найти компромисс, если кому-то что-то не подходит, чтобы найти какое-то решение или вариант решения проблемы, чтобы опять-таки вам не помешало это прийти к тому, что вы задумали, что вы спланировали. Но и в целом вы будете очень сосредоточены на том, что вы делаете. И, возможно, это тоже как будто бы вас немножечко заставляет находиться в таком состоянии успокоения, баланса, да, то есть не раскачивать качели, спокойно идти к тому, что для вас важно, сохранять спокойствие, потому что и та карта, она о спокойствии, желание быть в состоянии спокойствия такого. Но не релакса, да, вот именно вот сосредоточенного спокойствия, когда вот вы спокойно выполняете какие-то задачи. Не хотите, чтобы вас от чего-то отвлекали. А если кто-то пытается отвлекать, вы стараетесь создавать какие-то барьеры, мол, не мешайте мне, да, я вот занят своим делом, хочу выполнить эту работу, к примеру, да, чтобы никто вам не помешал. Карта пятерка мечей, карта желания не проиграть в чем-то, не потерпеть поражение, потому что вот здесь она называется поражение, но это карта, которая говорит о том, что вы не хотите в чем-то потерпеть неудачу, вам не хочется проигрыша, вам хочется достичь своей цели любой ценой. Вы, возможно, не знаете, как это сделать, но здесь стараетесь найти такое решение, найти такой выход. И вместе с принцем мечей хотите бороться до последнего, хотите здесь проявлять это упорство и настойчивость в том, чтобы не оказаться опозоренным в чем-то или не показаться трусливым в чем-то, да, или не потерять что-то для вас важное. То есть вы за это готовы сражаться, бороться. Да, мечом. Дальше идет карта девятка мечей. Переживания, волнения, возможно, какие-то сомнения, которые вы испытываете, или чувство стыда за какие-то вещи. Ну, не знаю, может быть, даже плохо спите или плохо себя чувствуете здесь. Это может касаться отношений, или отношений с детьми, или отношений любовных по двойке кубков, может быть, партнерских отношений. Да, с кем-то не можете договориться на работе, прийти к какому-то консенсусу. Вот по двойке кубков, то есть то, что вам кажется дружбой, может быть, вы здесь находите какие-то сомнения, друг ли вам этот человек, да, или любит ли вас этот человек, или вот какие-то такие моменты. Может быть, хочется примирения с кем-то, с кем вы в ссоре находитесь. Вот такие моменты. Дальше идет король жезлов и рыцарь пентаклей. И здесь очень много такой стихии, да, огня и земли. Может быть, общение с таким знаком зодиака, в частности, лев, овен или стрелец вот есть в субботу. Либо вы настроены решительно действовать по королю жезлов вместе с картой сила, тоже карта льва, и проявлять всю свою силу, настойчивость, напористость и желание преодолевать какие-то проблемы, препятствия, не знаю, все что угодно, но вы настроены очень-очень решительно, и вы обладаете той духовной силой, чтобы вместе с королем жезлов, да, идти к тому, что для вас важно, что потешит ваше честолюбие. Также вы готовы быстро реагировать в каких-то вопросах, бытовые, рабочие, неважно. То есть вы здесь настроены решительно. Две карты изображают льва. Да? Может быть, общение со львом, а может быть, правда, вы себя хотите и показываете, и ведете как лев, смелый, храбрый лев, который решает какие-то проблемные вопросы. Карта рыцаря пентаклей, карта земного знака. И да, может быть, общение с земным знаком — это девы, тельцы или козероги, но также и тут туз мечей есть. Здесь по рыцарю пентаклей это, знаете, вот как желание, чтобы вот что-то, что идет медленно, что долго тянется, в чем вы проявляли какую-то терпеливость, такую выносливость. Вы здесь хотите действовать, что ли, более решительно. Вам хочется здесь по этой карте завоевать что-то, к чему вы долго идете, или найти выход из ситуации, в которой вы очень долго барахтаетесь по этому рыцарю пентаклей. То есть вы очень терпеливы в каком-то вопросе, но вы хотите наконец-то найти решение проблемы и всячески, да, для этого прикладываете усилия. Верите в свою удачу, верите, что то, к чему вы идете, вы обязательно получите. И вы здесь очень-очень смело и решительно, собственно, настроены. Может быть, в решении каких-то, опять-таки, рабочих вопросов. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.